Сегодня поговорим о том, как преодолеть свои сомнения. Вы можете воодушевиться и решить что-то изменить в жизни, в себе, в отношении к миру. Однако бывает такое, что просыпаешься и чувствуешь упадок сил, или ничего не радует, и кажется, что вся работа не имеет смысла. Это все наши внутренние страхи и ограничения. Они нас тормозят и не пускают вперед. Ведь развитие и изменение – это неизвестность, а наш мозг воспринимает все новое как опасность. И тут наша задача – успокоить свое сознание и направить мысли в нужное русло, вспомнить про хорошее, про успехи, что много уже сделано, и впереди ждет тоже много замечательного. Вспомните, почему изначально приняли это решение. Скажите, что верите в свои силы, таланты. И все обязательно получится. Дайте себе поддержку. Возможно, вы уже сделали там 20 или 30% работы, а может и 50%. Посчитайте, сколько осталось сделать. Вы справитесь. Эмоциональные спады – это нормально. Даже известные люди встречаются с такими периодами, могут чувствовать разочарование, безысходность, упадок сил. Если почитать биографии великих людей, то у многих были сложности, спады и депрессии. Меня поразил фильм про Мадонну. На самом деле она очень целеустремленный человек, но были моменты, когда она просто сидела и плакала на полу в отеле в Нью-Йорке и не знала просто, как жить дальше. Она не видела возможностей для продвижения своей музыки. Она боялась, что ее мечты не реализуются, и это было полное отчаяние. Но через время она собрала силы в кулак и продолжила рассылать музыку известным людям, диджеям, и нашла таки нужного человека, который помог ей построить музыкальную карьеру. Я думаю, такие периоды могут быть за шаг до успеха. И важно не опустить руки, а искать варианты и способы достижения цели. У меня тоже бывали разные периоды. Многим кажется, что я живу всегда на позитиве. На самом деле это невозможно всегда быть радостным. Проще сохранять спокойствие и доверие миру. А вот негативные переживания бывают у всех, и я не исключение. Я тоже обычный человек. Это заложено природой, и так устроены мы. Просто понимаю, что не стоит застревать надолго в этом состоянии. Поэтому ищу способы переключиться. Прогулка, природа, музыка, позитивные установки. Если вы чувствуете такой вот эмоциональный спад, появляются страхи, сомнения, то стоит сначала найти способ восстановиться, успокоиться, перенастроить свое мышление. На самом деле чувства и переживания – это следствие наших мыслей. О чем думаете, что тревожит? Подумайте, почему это неправда, почему может быть иначе. Пропишите свои мысли, так будет проще разобраться. Потом можно найти позитивную замену, новые утверждения. А лист с негативными фразами можно порвать или сжечь, там, как бы символически. Вообще полезно отслеживать свои мысли, куда они ведут. И если появляются такие вот страхи, сомнения, то поймите, откуда они, зачем. И если не мешают, то стоит проработать их и жить с верой в лучшее будущее. Только вы выбираете свою жизнь, свой образ, каким вы будете и чем будете заниматься. И еще важный момент. Мы ведем себя обычно в соответствии со своим внутренним образом. А прошлые неудачи, негативные слова могут мешать нам в жизни. Они тормозят нас в новых делах. Что делать? Нам нужно отказаться от негативных установок, которые часто идут с прошлого, с детских лет. Подумайте, почему они не верны. Создайте свой новый образ, новые убеждения. Вы уже другой человек, вы уже не тот, который был в детстве. На самом деле, вот то, что люди говорили о вас, они вас не знают. Не знают всех ваших способностей и талантов. Вы совсем другой. Вы такой, каким можете себя представить. И еще, не спешите рассказывать про свои переживания. И только самые близкие люди могут понять и поддержать. А бывает, что окружающие только усиливают переживания. Обсуждать свои сомнения лучше с теми, кто действительно готов поддержать и помочь. А еще страхи – это нормально. Главное все спокойно проанализировать, без драматургии, и понять, что в большей части они надуманы и не имеют никаких оснований. Нам просто сложно выходить из зоны комфорта, нам хочется вернуться к привычной жизни.
А движение вперед – это развитие, и это что-то неизведанное. И тут важно знать, что у вас есть все, что нужно, все ресурсы, способности, таланты для любых достижений. Нет невозможного, есть то, что мы впускаем в свою жизнь или блокируем. Разрешите себе счастье, разрешите успех. Вы достойны всего наилучшего. Всего вам хорошего. Пока.